Мне 63 года. Я развелся после почти 40 лет брака. И самое страшное, я не знаю точного момента, когда все кончилось. Не было дня, не было часа. Было долгое, медленное угасание. Как костер, который не тушит, просто перестают подкладывать дрова. И однажды утром просыпаешься, а там только зола. Меня зовут Янис. 63 года. Рига. Инженер на пенсии. Всю жизнь в одном городе, почти в одном районе. Я из тех людей, которые не любят перемен. Мне нравилась стабильность. Я думал, что стабильность — это хорошо. Теперь понимаю, что путал стабильность с неподвижностью. Это разные вещи, очень разные. Лигу я встретил в 1985 году. Мне было 25, ей 22. Она работала в библиотеке на Тербатос. Маленькая, в очках, с каштановыми волосами, собранными в небрежный узел. Я зашел туда в дождь, просто чтобы не мокнуть под козырьком магазина, который уже закрылся. Зашел, увидел ее, и что-то щелкнуло внутри. Не знаю, как это объяснить, просто щелкнуло. Я подошел к стойке и попросил книгу. Название придумал на ходу, что-то про историю мореплавания, не помню уже точно. Она посмотрела на меня поверх очков и сказала ровным голосом: «Такой книги не существует». Я покраснел так, что, наверное, был виден с улицы. Она чуть улыбнулась. Через 3 месяца мы подали заявление в ЗАГС. Мы были счастливы. Я настаиваю на этом слове, потому что потом, когда все рухнуло, я начал сомневаться, а было ли это вообще? Не придумал ли я? Нет, было. Мы танцевали на кухне под магнитофон. Мы ездили на велосипедах к заливу и жгли костер, хотя было запрещено. Мы спорили ночами о книгах, о политике, о том, как воспитывать детей еще до того, как они появились. Мы были молоды, и нам было интересно все — и мир, и друг. Родился сын, Мартинш, потом дочь, Анетта. Жизнь была полная, тесная, живая. Квартира маленькая, денег не хватало, особенно в 90-е, когда завод встал, и я переучивался в 40 лет заново. Но мы справлялись. Вместе справлялись. А потом, не знаю когда, что-то начало уходить. Медленно, незаметно, как вода из треснутого ведра. Я хочу рассказать вам про 5 признаков. 5 вещей, которые я видел и не видел одновременно. 5 сигналов, которые моя жизнь посылала мне годами, пока я смотрел в другую сторону. Признак 1. Молчание за ужином. Это не началось резко. Это никогда не начинается резко. В этом и ловушка. В первые годы мы говорили за едой постоянно. О работе, о детях, о соседях, о том, что видели в новостях, о том, что она прочитала, что я услышал от коллег. Слова были повсюду. Иногда мы перебивали друг друга, иногда смеялись так, что Мартинш выходил из своей комнаты с видом оскорбленного профессора и просил не мешать делать уроки. Ему было тогда лет 13, нам за 40. Мы смеялись и над этим тоже. Не помню, в каком году за ужином стало тихо. Наверное, это было похоже на то, как темнеет зимой. Постепенно, день за днем по нескольку минут, и вдруг в один момент понимаешь, уже в 5 вечера темно. А когда это началось, не скажешь. Сначала мы просто меньше говорили, потом только о практических вещах. Сын звонил, надо отдать туфли в ремонт. В пятницу придет сантехник, будь дома. Это была не беседа, это был обмен информацией. Как между сотрудниками одного офиса, которые не особо дружат, но вынуждены координировать дела. Я находил этому объяснение, много объяснений. Я всегда был хорош в объяснениях. Устали, конечно, устали. Работа, дети, хозяйство. Какие уж тут разговоры, когда к вечеру еле сидишь прямо. Все обсудили за столько лет. Это мне казалось особенно убедительным. Мы прожили вместе 20 лет, 30 лет. О чем еще говорить? Все друг про друга знаем. Это нормально. Это зрелые отношения, а не юношеская болтовня. У всех так. Я смотрел на других мужчин, коллег, приятелей и соседей. Они тоже молча ужинали с женами, молча смотрели телевизор, молча ложились спать. Это называлось быт, это считалось нормой жизни после 30 лет вместе. Я успокаивал себя этим, очень старательно успокаивал. Но однажды, это было лет 10 назад, мне уже за 50, я поймал себя на странной мысли прямо за ужином. Мы сидели, Лига смотрела в тарелку, я смотрел в телевизор, там шел какой-то выпуск новостей.
И вдруг я подумал, я не знаю, о чем она думает прямо сейчас. Совсем не знаю. И вот что меня потом долго мучило. Мне не было особо интересно. Я почувствовал это и тут же закрылся от этой мысли, как захлопываешь дверь перед чем-то неприятным. «Устал», — сказал я себе, и налил себе еще чая. Лига мне потом, уже после развода, на кафе на Лачплише, мы встретились, она предложила поговорить нормально. Я согласился, не понимая зачем, наверное, просто хотел ее видеть. Она сказала мне тогда кое-что важное. Сказала спокойно, без злости, что было почти хуже, чем если бы с криком. «Янис, я пыталась говорить с тобой, долго пыталась, но ты всегда был где-то не здесь. То телевизор, то газета, то усталость, то все нормально. Я перестала пытаться. Это было, наверное, лет 8 назад». 8 лет. Она перестала пытаться 8 лет назад, а я все это время думал, что у нас нормально. Тихо, но нормально. Я ехал тогда домой на трамвае и смотрел в окно на вечернюю Ригу. Мимо проплывали фонари, лица, витрины. И я думал об этих 8 годах, о том, что они не пустые. В них было всякое. Были поездки, были праздники, был юбилей Мартинша, были болезни и выздоровления. Жизнь шла. Но внутри этой жизни мы с Лигой уже давно существовали рядом, а не вместе. Вот что я понял, слишком поздно. Молчание бывает 2 видов, и это очень важно различать. Есть молчание 2 людей, которым хорошо вместе, спокойное, теплое, насыщенное, когда слова не нужны, потому что и без слов все понятно, все хорошо. Я знаю это молчание. Оно у нас было в начале, когда мы сидели у залива после долгой велопрогулки и просто смотрели на воду. А есть другое молчание, пустое, когда каждый думает о своем, и эти «свое» давно не пересекаются. Когда слова не нужны не потому, что все хорошо, а потому, что уже не хочется. Потому что опыт говорит «скажешь» — не услышат, спросишь — отмахнуться. Лучше молчать. Это второе молчание, не отдых, это диагноз. Если ты сейчас сидишь напротив своего человека, и вам нечего сказать, не успокаивай себя словом «быт». Спроси себя честно, когда мы последний раз говорили по-настоящему? Не о детях, не о деньгах, не о том, кто должен вызвать сантехника, а о чем-то своем, о мечтах, о страхах, о том, каким ты хочешь быть через 10 лет. Если не можешь вспомнить, это уже не просто усталость. Признак 2. Отдельные радости. У Лиги была подруга, Дайна. Они дружили еще со школы. Каждую пятницу вечером Лига уходила к ней на чай. Это началось, наверное, лет 15 назад или больше. Я не возражал. Я искренне радовался. «Иди отдохни от меня», — говорил я. И это не было сарказмом. Я правда думал, что поступаю хорошо, что даю ей пространство, что это называется уважение к личности. Потом появилась йога. Лига записалась в группу 2 раза в неделю, вечером. Я пожал плечами. Хорошо, пусть. Здоровье важно, растяжка полезна. Я оставался дома. Мне было хорошо одному. Телевизор, газета, тишина. Я называл это мужским временем и считал нормой. Потом курсы. Сначала акварельная живопись, потом история искусства в каком-то лектории на калку. Я удивился немного. Мы никогда не говорили об искусстве особо. Это не было ее темой, насколько я знал. Но, пожалуйста, пусть развивается. Хорошо же, что человек учится чему-то новому в 50 лет. Потом хор. Вот это уже стало серьезно. Лига записалась в любительский хор при культурном центре. Репетиции 3 раза в неделю, поздно вечером. Приходила домой усталая, но какая-то другая, как будто немного светящаяся изнутри. Начала ездить на фестивали с ними. Сначала в Юрмалу, потом в Таллин, потом в Польшу на целую неделю. Я оставался дома. И знаете, мне все еще было хорошо. Я не скандалил, не ревновал, не чувствовал себя брошенным. Мне правда было комфортно. Тишина, мои программы, мой распорядок. Но я не задал себе главный вопрос. Самый важный вопрос, который должен был задать. Почему она ищет радость там, а не здесь? Почему ее глаза загораются, когда она рассказывает про хор, про дирижера Эдгарса, про какую-то сложную партию, которую они, наконец, взяли правильно? И почему эти же глаза такие обычные, усталые, повседневные, когда она садится напротив меня? Я помню один конкретный вечер. Лига пришла с репетиции поздно, почти с половины 11. Я уже лежал в кровати, почти засыпал. Она вошла в спальню, и я почувствовал, не увидел, почувствовал,
что от нее исходит какая-то живость. Лига села на край кровати и начала рассказывать про то, что они разучили латышскую народную песню, очень сложное многоглосие, и сегодня впервые получилось все вместе, все голоса сошлись, и дирижер Эдгарс остановил их и сказал: «Вот, вот оно». И у нее по спине прошли мурашки. Она именно так и сказала: мурашки от этого общего звука, от того, что она часть чего-то большего. Лига рассказывала это с таким лицом, с каким рассказывают о чем-то очень важном. Я буркнул что-то вроде «молодец, хорошо» и отвернулся к стене. Я не был груб, я просто хотел спать. Мне казалось, это нормально. Человек устал, завтра рабочий день, хор подождет. Она замолчала на полуслове. Я этого тогда не заметил. Заметил только сейчас, когда прокручиваю эту пленку назад, как делаю каждый вечер в пустой квартире. И вижу там сотни таких моментов. Лига протягивала мне что-то, радость, историю, часть себя, а я не брал. Просто потому, что не понимал, что протягивает. Отец никогда не говорил мне о таких вещах. Никто не говорил. Нас учили работать, зарабатывать, строить, ремонтировать. Не учили замечать, когда человек рядом тянется к тебе с чем-то живым и ждет, что ты возьмешь. Лига перестала рассказывать мне про хор. Приходила, переодевалась, шла на кухню. «Ужинать будешь?» «Нет, поздно. Тогда спокойной ночи». И все. Я думал, устала, привыкла. Все нормально. Но нормально не было. Когда двое людей перестают разделять радости, это не просто расхождение интересов. Это не у него свое хобби, у нее свое и замечательно. Это сигнал. Это значит, что каждый строит свою жизнь отдельно, и этой отдельной жизни становится все больше, а общей все меньше. И однажды ты обнаруживаешь, что общего почти не осталось. Общие счета, общая прописка, общие дети, взрослые, которые давно живут своей жизнью, а внутри два отдельных человека, которые давно разошлись в разные стороны. Я был одинок в браке. Много лет был одинок и не знал об этом. Подозреваю, она тоже. Признак третий. Прикосновения, которых больше не было. Об этом труднее всего говорить, потому что именно здесь я дольше всего врал себе. Изощренно, убедительно, с большим количеством деталей. Врал. В первые годы мы прикасались друг к другу постоянно. Не только в постели, это отдельный разговор. Просто так. Рука на плече, когда проходишь мимо. Поцелуй в щеку утром еще до кофе. Пальцы, которые сами находят другие пальцы на диване, пока смотришь кино. Ее голова у меня на плече в трамвае. Это было как дыхание. Не замечаешь, просто есть. Не помню, когда это ушло. Наверное, где-то в конце 90-х. У нас тогда был очень тяжелый период. Я потерял работу на заводе, переучивался, нервничал, срывался. Лига вела весь дом одна, подрабатывала. Мы оба были на пределе. Прикосновения стали реже, это я понимаю. Когда человек на пределе, ему иногда нужно просто пространство, а не руки. Но потом период прошел. Я нашел работу, стало лучше, а прикосновения не вернулись. Я скажу себе правду здесь, вслух, потому что раньше не говорил. Я первым перестал, не она. Я стал менее внимательным, менее нежным, не специально, просто как-то само. Работа, усталость, привычка. А Лига подождала. Наверное, долго ждала, что я сам потянусь, что вспомню. Не потянулся, не вспомнил. И она закрылась. Женщины закрываются тихо, не хлопают дверью. Просто однажды перестают подходить первыми, перестают искать руку, перестают прижиматься. Это не месть, это самозащита. Если каждый раз, когда тянешься к человеку, встречаешь вежливое равнодушие, перестаешь тянуться. Это инстинкт. Я назвал это «мы повзрослели». Решил, что в зрелом возрасте так и бывает. Меньше телесного, больше партнерского, спокойного. Нашел в этом даже что-то достойное. Мол, мы не подростки, нам не нужно держаться за руки. Но однажды это объяснение не сработало. Мы поехали на свадьбу племянницы Лиги, Элины. Маленькая церковь под Цессисом, красивая, старая, с витражами. Элине было 26, ее жених Робертс — 29. Молодые, счастливые, немного испуганные, как и все на собственной свадьбе. Во время церемонии я смотрел на них, как Робертс держит Элину за руку, двумя руками, крепко, как будто боится отпустить. Как она смотрит на него снизу вверх и улыбается,
как он наклоняется и что-то шепчет ей на ухо прямо в середине слов священника, и она прячет смех. И что-то во мне, не знаю, как назвать это место, где-то между грудью и горлом, сжалось. Я посмотрел на Лигу. Она тоже смотрела на молодых. Лицо мягкое, немного грустное, той особой грустью, которая бывает на чужом счастье, когда оно тебе что-то напоминает. Я хотел взять ее за руку. Вот так просто протянуть руку и взять ее руку, как Робертс держит Элину. И не взял. Потому что испугался. Не ее реакции даже, испугался своей собственной неловкости. Мы так давно не делали этого, что простое движение протянуть руку к жене на чужой свадьбе казалось мне чем-то требующим объяснений. Как будто нужен повод, как будто нужно сначала сказать «Лига, я хочу взять тебя за руку» и получить разрешение. Понимаете, что это значит? Мне нужно было разрешение прикоснуться к собственной жене, с которой я прожил больше 30 лет. Вот где мы были. Вот насколько далеко зашло это молчание тела. Признак 4. Разговор, которого я боялся. Лига несколько раз пыталась, я это знаю. Теперь знаю точно, хотя тогда делал вид, что не замечаю. Первый раз, это было года за 4 до конца, она пришла на кухню, где я пил утренний кофе, и сказала без предисловий: «Янис, мне кажется, нам надо поговорить». Я почувствовал что-то внутри. Такое ощущение бывает, когда видишь письмо от врача и знаешь, что там результаты анализов. Еще не открыл, а уже что-то сжалось. «О чем?» — спросил я. «Спокойно». Я умел быть очень спокойным в такие моменты. «О нас. О том, как мы живем». Я посмотрел на часы. Без 15:08. «Янис, я через 20 минут выхожу. Вечером тогда?» «Вечером посмотрим. Устану, наверное». Она постояла секунду, потом сказала. Очень ровно, без упрека. «Хорошо». И ушла. Вечером я действительно устал. Или сказал себе, что устал. Пришел, поел, лег. Лига сидела в гостиной с книгой. Я прошел мимо, сказал «спокойной ночи». Она ответила «спокойной ночи». Разговора не было. Второй раз, месяца через 3, наверное. Мы сидели в воскресенье утром, никуда не надо было спешить. Лига налила мне кофе, себе чай, села напротив. Я почувствовал потому, как она сидит, прямо, руки вокруг кружки, смотрит на меня, что сейчас будет то же самое. «Янис». «Угу». «Ты не замечаешь, что мы совсем не разговариваем?» Я сказал. «У всех так. Поживи с человеком 30 лет, посмотрим, о чем говорить». Лига помолчала, смотрела на меня. Не с злостью, это было бы проще. С усталостью. Такой тихой, глубокой усталостью, которая накапливается годами. «Это ненормально, Янис. То, как мы живем, это ненормально». «Лига», — сказал я, и голос у меня получился чуть раздраженным. Я почувствовал это сам. «Что не так? Крыша есть, деньги есть, дети выросли нормальными. Что конкретно не так?» Она посмотрела на меня долго, потом встала, взяла свой чай и ушла в комнату. Я остался за столом. Допил кофе, открыл газету. Не понял тогда или не захотел понять, что Лига только что сказала мне что-то очень важное. Не словами, уходом, своим молчанием на мой вопрос, что конкретно не так. Потому что на этот вопрос нельзя ответить конкретно. Нельзя сказать «вот пункт 1, вот пункт 2». Когда человек говорит «нам не хватает близости», это не конкретная проблема с конкретным решением. Это состояние. И если в ответ на это говоришь «ну крыша же есть», ты не слышишь. Совсем не слышишь. Я не слышал. Почему? Вот этот вопрос я долго крутил в голове уже после всего. Я ведь не был жестоким человеком, не был злым. Я любил ее, по-своему, так, как умел. Почему я так упорно уходил от этих разговоров? И вот что я понял. Я боялся. Не ее слов, я боялся своих собственных. Боялся, что если открою эту дверь, оттуда выйдет что-то, с чем я не справлюсь. Что если начну говорить честно, придется признать вещи, которые больно признавать. Что я устал, что мне тоже одиноко, что я не знаю, как иначе. Что, может быть, я где-то потерял себя в этом браке так же, как она потеряла себя, и не знаю, как найти. Мужчину моего поколения не учили говорить об этом. Мой отец за всю жизнь не сказал мне ни разу «мне страшно» или «мне больно». Он говорил «держись и работай». Мой дед вообще не говорил ничего личного. Он прошел войну. Для него всякая чувствительность была чем-то стыдным.
Я вырос с убеждением, что мужчина — это тот, кто решает, а не тот, кто чувствует. И вот эта броня, которую я строил всю жизнь, она меня и убила. Не в прямом смысле, но брак убила. Лига, как я потом понял, не хотела от меня решений. Она хотела, чтобы я просто был рядом по-настоящему. Не физически. Мы и так были рядом физически, в одной квартире, за одним столом. А как-то иначе. Чтобы я смотрел на нее и видел ее. Чтобы спросил: «Как ты?» И имел в виду не «все нормально», а именно «как ты?», «что с тобой?», «что тебе нужно?», «что тебя радует?», «что болит?». Лига перестала предлагать эти разговоры. И это, вот тут я хочу, чтобы ты услышал, это хуже, чем если бы она кричала. Когда человек перестает бороться за отношения, это не мир, это не принятие, это капитуляция. Человек внутри сказал себе: «Я пробовала, не получилось, я ухожу, пока еще здесь, внутри, но ухожу». Если твой человек говорит тебе: «Нам надо поговорить», не ищи причину уйти, не прячься за усталость, за занятость, за «у всех так». Сядь, выключи все, смотри в глаза и скажи самое трудное, что есть. «Я слушаю», говори, «я здесь». Это может быть самое важное, что ты сделаешь в этом году или в этой жизни. Признак 5. День рождения, который я забыл. Лиге исполнялось 58. Красивая дата. Я знал об этом. Конечно, знал. Мы прожили вместе много лет. Я помнил ее день рождения так же, как помнил собственный. 23 марта. Я забыл. Не навсегда. Вспомнил в половине 12-го ночи, когда уже лежал в кровати. Лига была в ванной. Я лежал и смотрел в потолок, и вдруг, как удар тока. 23 марта. Завтра. Нет, уже сегодня. Уже 23. Я не спал до 2 ночи. Лежал и придумывал, что сделаю утром. Цветы, конечно. Ее любимые, фрезии, белые. Она всегда говорила, что от них пахнет весной. Может, ресторан вечером. Давно мы никуда не ходили. Позвоню Мартиншу. Скажу, чтобы он тоже поздравил с утра. Встал в 7. Оделся тихо, чтобы не разбудить ее. Вышел. Флорист на нашей улице открывается в 9. Было начало 8. Я прошел квартал до круглосуточного киоска. Там были цветы, гвоздики в целлофане. Розовые, немного помятые, как будто их привезли еще вчера. Я взял 3 штуки. Хотел взять больше, но там больше не было приличных. 3 розовые гвоздики. Вернулся домой. Лига уже была на кухне, делала кофе, стояла спиной ко мне. В халате, волосы еще не собраны. Я положил гвоздики на стол рядом с ее чашкой. Она обернулась, посмотрела на цветы, потом на меня. «С днем рождения», — сказал я. «Спасибо», — сказала она. Взяла цветы, понюхала. Не фрезии, гвоздики не пахнут почти ничем. Поставила в стакан с водой, потому что ваза стояла в другой комнате. Я ждал чего-то. Не знаю чего. Улыбки, может быть. Лига улыбнулась, но как-то внутрь, как будто для себя, а не для меня. Налила мне кофе, спросила, будет ли Мартинш звонить. «Наверное», — сказал я. Мы позавтракали. Молча. Вечером я сказал, что можем куда-нибудь сходить. В ресторан, куда она хочет. Лига посмотрела на меня с каким-то выражением, которое я не сумел прочитать. Не злым, не обиженным, просто далеким. «Не надо, Янис», — сказала она. «Я устала. Лучше дома». Мы остались дома. Вот и все. 58 лет, 3 гвоздики в стакане. Я думал тогда, не получилось красиво, бывает, в следующий раз сделаю лучше. Следующий раз не наступил. Через 7 месяцев Лига сказала мне, что хочет уйти. Понимаете, это не был какой-то переломный момент сам по себе. 3 гвоздики не разрушили брак. Но 3 гвоздики — это было сообщение, которое я послал и не понял, что послал. Сообщение звучало так: «Ты не на первом месте. Ты не то, о чем я думаю заранее. Ты в том же ряду, что батареи и управляющая компания. Важно, но не срочно». А она получила это сообщение. Получила и добавила к 1000 таких же, которые копила годами. 3 гвоздики в стакане воды. Я иногда думаю, что было бы, если бы я встал не в 7, а накануне вечером сказал себе: «Завтра ее день рождения. Пойди купи фрезии, закажи столик, позвони детям, достань то старое фото, где мы в Юрмале в 89-м. Она всегда любила это фото.
Что было бы? Наверное, ничего бы не изменилось. Слишком много всего накопилось. Но, может быть, она поняла бы, что я вижу ее, что Лига для меня не просто часть интерьера, что она человек, которого я выбрал, который важен. Этого Лига ждала от меня, я думаю, все это время. Просто знака, что она важна. Я не подал его. Разговор, который случился слишком поздно. Я пришел с прогулки, я стал ходить гулять по вечерам один. Просто чтобы двигаться. Доктор сказал, полезно для давления. Вернулся, разделся в прихожей. Лига сидела в гостиной. Свет не включила, хотя уже было темновато. «Лига, ты чего в темноте?» «Думаю». Она смотрела на меня. Долго смотрела, как будто решала, говорить или нет. Потом сказала: «Янис, я хочу уйти». Я не сразу понял. Точнее, понял, но мозг отказался принять сразу. Переспросил глупо: «Куда уйти?» «От тебя. Из этой жизни. Из нашей жизни». Тишина. Я слышал, как на улице проехала машина, как в батарее что-то щелкнуло. Они у нас всегда щелкали осенью, когда включали отопление. Слышал свое дыхание. «Почему?» — спросил я. Лига не ответила сразу. Смотрела на свои руки, потом подняла взгляд. «Потому что я устала быть невидимой, Янис. Я не делал тебя невидимой. Знаю, ты не делал специально. Ты вообще ничего не делал специально. Ты просто не видел. Я видел тебя. Когда последний раз ты спросил меня, как я себя чувствую? Не как дела, а именно как я. Что у меня внутри? Вспомни». Я открыл рот и не смог ответить. Не потому что не хотел, не мог вспомнить. Совсем не мог вспомнить этого разговора. «Я не помню», — сказал я честно. Наверное, впервые за многие годы сказал честно, не прикрывшись ничем. «Я знаю, что не помнишь», — сказала Лига. Очень тихо. «В этом и дело». «Лига», — сказал я и почувствовал, что голос стал другим. Не тем ровным, контролируемым голосом, которым я обычно говорил, а каким-то незащищенным. «Ты можешь мне объяснить, что я делал не так, конкретно?» Лига посмотрела на меня, и в ее взгляде было что-то, что я могу назвать только одним словом. Жалость. Не злая, не снисходительная. Просто человек смотрит на другого человека и понимает, что тот так и не понял. За все эти годы так и не понял. «Янис», — сказала она, — «если я сейчас составлю тебе список, ты начнешь возражать по каждому пункту. Говорить, что я преувеличиваю, что я несправедлива, что у всех так. Я это знаю. Ты так делал всегда». «Не буду», — сказал я. «Будешь. Не специально, просто потому что не умеешь иначе». Это попало точно. Как будто Лига взяла что-то острое и аккуратно, не жестоко, а точно вставила в место, которое я не защищал, потому что думал, что там ничего нет. А там было. «Научи меня», — сказал я. Лига посмотрела на меня долго. «Янис, мне 58 лет. Я не могу учить тебя в 58 лет тому, чему учатся в 30. Я слишком устала. Но я хочу. Я знаю, ты сейчас хочешь, потому что испугался. Но через неделю снова телевизор, снова все нормально, снова молчание за ужином. Я это знаю. Не потому, что ты плохой. Просто потому, что ты такой. Ты не изменишься. Я больше не верю, что изменишься. Вот это предложение «я больше не верю». Вот что убило все окончательно. Не уход, не заявление о разводе. Именно это. Когда человек, который жил рядом с тобой 40 лет, смотрит тебе в глаза и говорит «я не верю». Я сидел и не знал, что сказать. Впервые в жизни, кажется, совсем не знал. «Лига», — сказал я наконец, — «я люблю тебя». Она закрыла глаза. На секунду просто закрыла, потом открыла. «Я знаю, Янис. И я тебя тоже». Но этого оказалось мало. Лига встала, прошла в спальню, закрыла дверь. Я сидел в гостиной один и думал о том, что Лига сказала, этого оказалось мало. Любви оказалось мало. Как это вообще возможно? Как можно любить человека и потерять его? Я долго не мог этого понять. Потом понял. Любовь — это не чувство само по себе. Это действие.
Это то, что ты делаешь каждый день. Спрашиваешь, слушаешь, прикасаешься, замечаешь, помнишь. Выбираешь этого человека снова и снова, каждый день. Не один раз на свадьбе, а каждый обычный вторник. Я чувствовал любовь, но не совершал ее. Разница оказалась в целую жизнь. Развод оформили в марте. Тихо, без суда. Мартинш приехал из Вентспилса, серьезный, осторожный в словах, как всегда. Анетта звонила из Дублина, плакала, старалась, чтобы я не слышал, но я слышал. Я сказал ей: «Все хорошо, Анетта, мы взрослые люди, все будет хорошо». Первые недели я не знал, что делать с тишиной. Не с одиночеством, с тишиной. Одиночество я, как выяснилось, знал давно. Я был одинок в браке, я об этом уже говорил. Но там была хотя бы фоновая жизнь. Звук ее шагов, звук страниц книги, звук воды в ванной. Теперь ничего, только я и квартира, которая вдруг стала очень большой. Я начал делать странные вещи. Готовил суп. Не умею готовить суп, никогда не умел. Смотрел рецепты на телефоне. Первый раз получилась какая-то бледная жидкость с разваренными овощами. Я съел все. Было неважно, что невкусно, важно было, что я что-то делаю. Стал ходить в библиотеку. На Тербатас, ту самую, где встретил ее в 85-м. Там теперь другой интерьер, другие стойки, молодые девушки за компьютерами вместо каталожных ящиков. Я брал книги, те, о которых Лига говорила, которые советовала, а я не читал. Читал медленно, иногда по странице в день. Это было как разговор с ней. Запоздалый, односторонний, но все-таки. Записался на курс «История Латвии в 20 веке», лекции по четвергам в университете. Лига давно говорила, что надо знать историю своей страны. Я отмахивался. Зачем? Все равно не изменишь. Теперь сижу среди студентов, которые годятся мне во внуки, и слушаю про то, как жили люди до нас. Это, как ни странно, помогает. Понимаешь, что ты не первый, кто ошибся, и не последний. Однажды, это было месяца 3 после развода, позвонил Мартинш. Мы говорили обычно коротко, как здоровье, как дела, ладно, пока. В этот раз он вдруг спросил: «Пап, ты как вообще? Честно?» Я открыл рот и приготовился сказать «нормально». Это слово уже стояло у меня на языке, готовое, отполированное десятилетиями. И вдруг не сказал его. «Честно?» — переспросил я. «Трудно, сынок, трудно и странно. И я думаю каждый день о том, что делал не так». Мартинш полорчал. Потом сказал: «Я знаю, пап. Я видел». «Что видел?» «Как вы жили последние лет 10. Видел, но не знал, что сказать. Мы говорили в тот вечер больше 2 часов. Больше, чем за последние несколько лет вместе взятые. Он рассказал мне вещи, которые я не знал. Как он мальчиком слышал иногда, что мама плачет на кухне поздно ночью. Как Мартинш хотел поговорить со мной об этом и не решался, потому что со мной было трудно говорить о таком. Как Анетта еще в подростковом возрасте сказала ему: «У папы все всегда нормально, с ним не поговоришь». Я слушал это и понимал, что платил за свою броню дороже, чем думал. Не только браком. Я заплатил и отцовством. Не в том смысле, что был плохим отцом. Нет, я думаю, я был неплохим отцом, но закрытым, недоступным. Из тех отцов, которых уважают, но не идут к ним с настоящим. «Мартинш», — сказал я в конце разговора, — «ты не закрывайся так, со своими не закрывайся. Это дорого обходится». «Знаю, пап», — сказал он, — «знаю». Мы попрощались. Я положил телефон и сидел долго в тишине. Но тишина была немного другой, не такой пустой. Что я знаю теперь? Мне 63 года. Я живу один в квартире. Лига, говорят, хорошо. Продолжает петь в хоре. Я рад. Искренне рад. Просто когда любишь человека по-настоящему, его счастье даже без тебя лучше, чем его несчастье рядом с тобой. Я хочу сказать вам кое-что. То, что хотел бы сказать себе в 40 лет. Если бы кто-то остановил меня тогда на улице и сказал в лицо, прямо, без деликатности. Первое. Молчание за ужином — это не покой. Это сигнал. Когда 2 людям нечего сказать друг другу, это не значит, что все сказано.
Это значит, что они перестали быть друг другу интересны. И с этим надо что-то делать. Прямо сейчас, не потом. Второе. Радость, которую ты не разделяешь, уходит от тебя. Если твой человек светится от чего-то, а ты не спрашиваешь, не слушаешь, не радуешься вместе, он научится светиться без тебя. И однажды поймет, что без тебя светится ярче. Третье. Прикоснись. Прямо сейчас. Если рядом есть твой человек. Не потому что надо. Потому что тело помнит то, что голова забывает. Потому что в прикосновении есть что-то, что словами не скажешь. Не жди повода. Поводом является то, что он рядом. Четвертое. Когда тебя зовут поговорить, иди. Не прячься за усталостью, и все нормально. Все нормально — самая дорогая ложь, которую мы говорим себе. Она стоит браков, семей, десятилетий. Иди и разговаривай, даже если страшно. Особенно если страшно. Пятое. Помни, что рядом с тобой человек. Не фон, не часть интерьера. Не тот, кто и так никуда не денется. Человек, который выбрал тебя и продолжает этот выбор каждый день. До тех пор, пока не перестает. Не доводи до «пока не перестает». Мне 63 года, и я, кажется, только сейчас начинаю учиться жить. Поставьте лайк, если эта история что-то сдвинула внутри. Напишите в комментарии одно слово, одну мысль, все что угодно. И подпишитесь.